Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего видео – удары ногами Mawashi Geri, Yoko-jeri. Как обычно, в разминке необходимо уделить особое внимание ногам. Размять суставы, растянуть мышцы. Растянем ноги. Можно размять тазобедренные суставы. Подъем колена. Вращение наружу, внутрь. И также махи ногами вперед, назад, в сторону, логично другой ногой, назад, в сторону. Как всегда, особое внимание к коленям. Не забываем растянуть ноги. Особенность удара Mawashi Geri в Shorinji Kempo состоит в его траектории. Траектория Mawashi Geri в Shorinji Kempo следующая. Удар представляет собой нечто среднее между прямым ударом и традиционным Mawashi Geri в горизонтальной плоскости. Удар выполняется по косой траектории, восходящей косой траектории. Если из положения кайсоку чуранкамай мы переносим вес тела в фуримуке, то бедро как раз встает в то положение, в котором оно и выполняет этот удар. Удар должен пересекать ось противника по восходящей вверх, внутрь вверх, внутрь вверх, вот сюда, таким образом. И сейчас серия подводящих упражнений. Первое упражнение связано с выносом колена. Положение кайсоку чуранкамай, воспользуемся небольшим возвышением табуреточкой. Важно, сейчас выносим колено, как будто мы хотим описать круг, такую сферу вокруг этого предмета. Сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Поскольку во время удара важно, чтобы опорная нога могла развернуться пяткой вперед, дать максимальную возможность вынести атакующее бедро на максимальную амплитуду, то следующее упражнение. С положения стоя, ноги на ширине плеч, вынос колена и стараемся сделать такое движение, чтобы нас развернуло как можно дальше туда. Где остановились, там остановились, с этого места продолжаем дальше. Обратите внимание, именно бедро, как маховик, раскручивает, и вслед за ним вращается нога. Маховое бедро раскручивает опорное бедро. Сюда. Так, обратите внимание на вращение опорной ноги на носке. То же самое с другой ноги. Вот сюда. Самое важное в этом – это вращение на опорной ноге. Оно не происходит заранее, оно происходит в момент движения. За счет движения. Следующее упражнение. Исходное положение кайсоку чуранкамай. Выполняем уклон фури-мюке. Из этого положения в продолжении траектории бедра выполняем вынос колена с доворотом опорной ноги, как в предыдущем упражнении. Сюда.
стараясь при этом не подниматься по высоте. То же самое в другую сторону. Фуримюки, выйду с колена, с доворотом, без подъема по высоте. Раз, два. Далее можно предварительно в процессе выполнения фуримюки чуть подворачивать носочек изначально. Чуть-чуть подворачивать его в сторону. А при выносе бедра нога разворачивается еще больше, на большую амплитуду, позволяя маховому бедру выйти еще дальше. Сюда. Поскольку траектория удара идет как бы сбоку, оставляет центр открытым, поэтому одна рука идет, опускается вниз для защиты низа живота и паха от возможной контратаки. Одна рука остается у головы, вторая опускается вниз. И траектория идет как бы по кругу. Выполняется Mawashi Geri. Ударная поверхность во время удара используется в основном две. Это основание подушечки большого указательного пальца ноги и подъем стопы. Подъем стопы, как правило, используется для ударов в верхнюю часть в голову, для удара в голову. Во все остальное используется, как правило, основание подушечки большого указательного пальца. Еще одно вспомогательное упражнение для прочувствования удара Mawashi Geri. Потребуется стена, встаем к стене, опорную ножку разворачиваем пяточкой вперед, перпендикулярно стене, руки на стену. Ударная нога находится сзади. Из этого положения выполняем удар Mawashi Geri. Ножку возвращаем. Ножку возвращаем. Ножку возвращаем. Очень важен возврат ноги после удара. После этого постановка. Еще одно упражнение, которое можно назвать подводящим к удару Sashikomi Mawashi Geri. Для этого потребуется некий предмет, который будет лежать перед вами, вокруг которого мы будем совершать движение. Исходное положение Sokuto-jeri. Здесь важно прочувствовать начало движения именно с переноса веса тела. Происходит перенос веса тела и вращение бедра. Вот таким образом. Вот таким образом. Причем в этом движении вес тела как бы продолжает идти за носок. И второе бедро подтягивает за собой пяточку и, соответственно, всю ногу. Таким образом, что эта нога встает на место пятки опорной ноги. А вес и ударное бедро выносится за носок. Вот сюда. Начинается с движения веса тела, вращения, переноса веса тела. В конечном положении бедра встают параллельно центральной линии. Нога выведена на правильный угол нанесения удара и уже заряжена и натянута, как тетива лука. После этого осталось только спустить крючок, и бедро также находится в выведенном положении. Произвести удар. Вернуться в исходное положение. Аналогично в другую сторону. Начинается все это с переноса веса тела и вращения. Вот сюда. Вот сюда. Раз. Зарядили ногу. И дальше ее выстреливаем. Два. Исходное положение. Раз. Два. Сбоку. Вторая нога встает точно под пяточку этой ноги. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Еще одно важное замечание. В процессе выполнения удара, удар должен пересекать центральную линию. Если вот эту ось мы будем рассматривать как центральную линию, во время выполнения удара, удар должен заходить за нее, проходить сквозь нее. Более того, в точке прохождения центральной линии он должен иметь максимальную скорость, так сказать, фокусироваться в ней. А дальше у него уже происходит фаза излета и затухания. Сюда. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Если же удар останавливает на центральной линии, то в момент контакта с целью скорость ударной поверхности будет равна нулю. Таким образом удар будет бесполезен. Поэтому центральную линию нужно пролетать на максимальную скорость удара и затухать там, где позволяет ваша растяжка и энергия удара. После этого происходит возврат ноги, установка в исходное положение. Сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Последовательность выполнения действий при нанесении удара следующая. Первое. Выносится ударное бедро. Нога поднимается вдоль опорной ноги. Скользит как по рельсу. Далее.
Следующее движение происходит в горизонтали, ребром стопы от себя. Возврат, остановка. Важный момент при исполнении движения – это не отклонять корпус вперед. Вот в этой фазе. Не совершать наклон вперед. Во время нанесения удара необходимо как бы вытянуться, как будто бы вдоль стены. Раз, два, три, четыре. Для отработки правильности траектории выноса ударного бедра можно воспользоваться табуреточкой. Ставим ее рядом с ударной ногой, производим вынос, удар, возврат, остановку. Вынос, удар, возврат, остановку. Вынос, удар, возврат, остановку. Для укрепления мышц, задействованных в ударе, возможно использование статических удержаний в фазе удара. Возврат, остановка. Еще раз. Раз, два, держать. Возврат, остановка. Еще одно упражнение для отработки удара у стены. Подходим к стене, ручки на стену. Ударное колено выносится вдоль опорной ноги. И удар выполняется точно вдоль стены. Обратите внимание, чтобы таз не торчал, не совершался наклон вперед, чтобы вы были вытянуты вдоль плоской поверхности. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще одно упражнение, подводящее к удару Сashikae аси Sokuto-jeri. Положение кайсоку чуракамая. Джуджи аси, шаг в сторону с креслом. Хараюке, вынос ноги, Sokuto-jeri. Остановка. В ФБ-части сегодня продолжим речь об укреплении мышц ног. В условиях самостоятельных тренировок одно из самых простых и в то же время эффективных упражнений на ноги является приседание. Среди всех приседаний можно особенно выделить приседание на одной ноге, именуемое в простонародье пистолетик. Приседание на одной ноге не только позволяет значительно развить силу ног, но также укрепляет суставы, сухожилия и связки, учит чувству баланса, координации и развивает чувство равновесия. И сегодня мы рассмотрим ряд подводящих упражнений к этому виду приседания. Первое упражнение – это так называемые узкие приседания. Обычные приседания, но при этом ноги расположены рядом друг с другом, узко. Это положение осложняет приседание не только тем, что требует значительно больше сил затрачивать на поддержание баланса и равновесия. Исходное положение: ноги вместе, руки перед собой. Садимся точно так же, как в обычных приседаниях. Пятки не отрываем от пола. Садимся в самый низ, пока бедра не коснутся голени. Поднимаемся наверх. Сделайте небольшую паузу внизу, исключая инерцию и резкое поднимание вверх. Следите за своим дыханием. Выполняйте упражнение плавно и равномерно. Доведите это упражнение до уверенного выполнения 2 подходов по 20 раз. Следующее упражнение – это приседание, на котором свободная нога, приседание уже на одной ноге, но при этом свободная нога поддерживается при помощи мяча. Можно использовать любой мяч, футбольный, баскетбольный, не принципиально. Мы стоим в положении на одной ноге, вторую ногу пяткой кладем на мяч. Данное положение уже требует значительно больше сил затрачивать на поддержание равновесия, но при этом опорная нога получает достаточно большую нагрузку. Из этого положения приседаем руки вперед, приседаем вниз, свободная нога опирается на мячик, и часть веса ноги уходит на мяч. Опускаемся в самый низ, небольшая пауза, поднимаемся наверх. Опускаемся вниз, поднимаемся наверх. Покажу еще раз сбоку. Свободная нога на мяче, руки перед собой, опускаемся вниз, поднимаемся наверх. Доведите уверенное выполнение данного упражнения до 2 подходов по 15 раз. Следующее упражнение – это так называемые неполные приседания на одной ноге. То есть мы стоим уже на одну ногу, без различной опоры, руки вытягиваем перед собой и приседаем до того момента, когда вы сможете подняться наверх. Ровно до того момента, когда вы сможете подняться наверх. Делаем в нижней точке небольшую паузу. Раз, два. Чем ниже вы будете опускаться, тем будет лучше. Постарайтесь делать упражнение так, чтобы бедро в нижней точке было правильно пола.
Доведите выполнение этого упражнения до 2 подходов по 20 раз. Следующее упражнение – это уже полноценное приседание на одной ноге, но с поддержкой и помощью за счет отталкивания в нижней точке. Преодоление самой сложной фазы, начальной фазы подъема внизу. Итак, встаем на одну ногу, рядом с опорной ногой рука вытянута вниз, внизу находится любая опора, может быть мяч, табуреточка, что-то еще. Вторая нога вытянута, рука впереди. Приседаем в самый низ, рука приходит на мяч. И помогая преодолеть самую первую фазу подъема, можно помочь себе, оттолкнувшись от пола. Дальше встаем за счет ноги. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. Доведите уверенное выполнение данного упражнения до 2 подходов по 20 раз. Еще одним упражнением, которое можно выделить на подходе к полноценному приседанию на одной ноге, является приседание с поддержкой около стены буквально одним пальцем. Эта поддержка одним пальцем у стены необходима только для удержания равновесия и баланса. То есть никакой опоры она в себе не несет. Пальчик на стену и приседаем в самый низ. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Таким образом, мы с вами подошли к приседанию на одной ноге, к самому пистолетику. Исходное положение: стоя на одной ноге, вторая нога вытянута вперед, руки впереди. Приседаем в самый низ, не отрывая пятку от пола, так, чтобы бедро касалось нижней точки голени. И делаем небольшую паузу, поднимаемся наверх. Раз, два. Обратите внимание, чтобы в нижней точке свободная нога не касалась пола. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хороший показатель выполнения данного упражнения – это 2 подхода по 20 раз на каждую ногу. Но на самом деле ограничений по количеству выполнений здесь каждый может себе поставить сам. И, естественно, чем больше повторений вы сможете сделать, тем крепче и сильнее будут ваши ноги. Приседания на одной ноге укрепляют и мышцы позвоночника, таза, бедер, голени, ступней, голеностопа. Развивают чувство баланса, как я уже говорил ранее. В целом повышает выносливость и атлетизм. Каким образом можно усложнить выполнение упражнения? Вариантов несколько. Например, можно добавить дополнительное отягощение. И выполнить приседание, например, с партнером. Можно также использовать различные прыжковые техники, то есть выполнять прыжок после выполнения подъема, запрыгивание на различные возвышения, тумбочки и так далее. В целом вариантов много, и все ограничивается только вашими творческими способностями и фантазией. Поэтому тренируемся, не теряем бодрость духа. Всем спасибо, до свидания.